Друзья, всем привет! Рад вас приветствовать на своем канале. Забрал вот такой классный американско-корейский автомобиль. Это у нас Chevrolet Trailblazer, новинка 2021 года. Как по мне, мужская крета. Этот автомобиль очень уникальным дизайном и, конечно же, полным приводом. Задняя подвеска у него балка, но балка не обычная, а с механизмом Ватта. Об этом вы сможете увидеть в моем более детальном обзоре проверки качества данного автомобиля. Сейчас хочу показать вам автомобиль в грязном состоянии. Проехал я на нем около 200 километров. И вот вы можете увидеть, как он пачкается. Автомобиль двухцветный, белый основной цвет, черная крыша. Трехцилиндровый двигатель, 9-ступенчатый автомат в максимальной комплектации RS, то, что сейчас у меня на тесте. И вот обратите внимание, передняя оптика выглядит очень стильно, очень агрессивно. Поворотники расположены рядом с габаритами. В принципе, выглядит агрессивно и интересно. Главное, вас будут видеть другие участники дорожного движения. Но дальше, друзья, как вы можете увидеть, ближний свет фар. Только в максимальной комплектации, как здесь, будет светодиоды в линзе. Свет ближний просто потрясающий. Вы сможете увидеть, как светит данный автомобиль в моем обзоре ночном. И дальний свет фар, давайте я для вас продемонстрирую. И, к сожалению, дальний свет фар из плюсов может работать одновременно, но он с обычной галогеновой лампочкой. В чем минус? Конечно же, галоген излучает больше тепла, и вся грязь, которая расположена здесь, она будет запекаться. С одной стороны, светодиоды будут пробивать цветовой поток с помощью светодиодов, но дальний будет не особо эффективный. И действительно, забегая вперед, я могу сказать, что дальний в этом автомобиле один из слабых моментов в Chevrolet Trailblazer. Но зато наш американский производитель, слава богу, оставил противотуманки и не стал выписывать его из этого автомобиля. Хоть они и маленькие, они в принципе справятся с туманом и, конечно же, вам помогут. Так что за противотуманки плюс. Также хочу отметить, что в автомобиле реальный настоящий клиренс в этой максимальной комплектации 194 мм. И можно сказать, что действительно в своем классе этот автомобиль самым честным клиренсом. Но главное правильно подобрать резину, если вы хотите эксплуатировать автомобиль в оффроуде. И двуствольный выхлоп. Очень красивый в автомобиле. И, друзья, давайте мы в этом видео, я вам покажу все фишки, крутые ассистенты данного автомобиля. И начну я с того, что я забрал автомобиль с Chevrolet на тест, заправил его до полного, и сейчас мы будем замерять с вами расход топлива. Очень красивая приборная панель у Chevrolet Trailblazer. Сейчас заправил автомобиль до полного, 482 километра запас хода. Вот такая у меня посадка в Chevrolet Trailblazer. Ноги у меня длинные, 2 метра мой рост. И действительно нога упирается прямо в рычаг КПП. В принципе, это не так критично. Но если вы переходите в ручной режим, скорости переключаются таким способом на джойстике. Не особо удобно. И вам приходится немножко держать правую ногу в напряжении. И, конечно же, приходится в таком положении управлять скоростями. У нас 9-ступенчатый автомат от GM. Действительно не особо удобно, что приходится так поджимать ногу, чтобы переходить в ручное управление. Было бы удобнее все-таки, возможно, если вы поставили джойстик, либо саму селектор КПП поставили вот в это место. Было бы очень удобно. Многие говорят, что неудобно расположена кнопка аварийки, но у меня руки длинные и действительно, как по мне, очень даже удобно. Включение с трассы. За бортом минус 4 градуса. И давайте я вам покажу, как работает стеклоочиститель. По климату здесь стоит двухзонный климат-контроль. Его в принципе хватает. Небольшие запотевания только в районе зеркала. Но, как вы видите, обдув идет вот такой вот небольшой. Но работает эффективно, и по бокам у нас ничего не потеет, в отличие от того же Geely Coolray. И, конечно, учитывая тот нюанс, что нету подогрева зоны покоя дворников, вам нужно именно при покупке данного автомобиля, если вы будете эксплуатировать его в зимнем климате, так как мы живем в России, это очень часто, и это будет важным моментом, просто купить хорошие дворники. Опять же, мы все знаем, что дворники Valio вам помогут, они так не будут скрипеть на морозе.
Но, как мы сейчас поняли, то что просто на щетках появилась наледь. И сейчас мы остановимся на заправке «Газпром». Заправим автомобиль до полного бака для того, чтобы узнать его расход на 100 километров. Забрал автомобиль, я заправил его до полного. Сейчас я проехал с того момента 134 километра. И сейчас мы будем заправляться до полного, до отстрела пистолета. И посмотрим, сколько же все-таки войдет литров. И потом через 100 километров опять заправимся до полного. Самый главный момент, то что в автомобиле очень маленькая площадь обдува, но при этом все настроено очень правильно, грамотно. Идет небольшой угол для скоса, и вот если мы сюда прислоним нашу ладонь, мы почувствуем прохладный воздух, и инженеры поработали и действительно все сделали грамотно для того, чтобы автомобиль у нас не запотевал по бокам. То есть в этом плане все сделано по конструктиву правильно, но, к сожалению, не хватает обдува сюда, в эту точку, для того, чтобы здесь не было запотеваний. То есть тут немножко работает условно. Также хочу сказать, что запотевания эти есть, если вы используете именно климат-контроль в режиме авто. Если вы включаете поток на лобовое стекло и в ноги, то такой проблемы нет. Также хочу показать, что здесь есть сразу 3 режима. Не во всех автомобилях можно включить сразу климатическую установку на обдув лобового стекла, вашего лица и ног. Итак, я заправил полный бак автомобиля. Вошло у меня 14,1 литр. Получается на 134 километра дистанции. Вполне себе хороший показатель. Дворники я обил от наледи, и теперь в принципе все нормально, но немножко они скрипят. Едем дальше и замеряем расход топлива на дистанции 100 километров. Очень круто реализовано в этом автомобиле есть информация о нагрузке на шины. Я нахожусь один в автомобиле, и малая нагрузка. Это очень здорово. Машина рассчитывает грузоподъемность. Это очень здорово. Можно посмотреть лицензии, параметры главного настроя. Главный экран настроить под себя, как вы хотите, что вы хотите смотреть. Можно сделать вообще минимализм. Параметры информации экрана номер 1. И здесь вы сможете с помощью подключенных номеров просмотреть, кому хотите позвонить. А здесь будет показывать направление маршрута. Но сама карта не будет показываться. Здесь также можно вывести и название FM-станции, либо наименование песни, которая вам нужна. Для того, чтобы переключать станции либо треки, здесь есть подрулевой вот такой вот джойстик, клавиши, скажем так. И с правой стороны это регулировка громкости. Тоже очень здорово реализовано. Все могут подумать, что это переключение скоростей, но компания Chevrolet решила так сделать регулировку мультимедиа. Очень прикольно. И хочу сказать, что есть вот эта шайбочка. Наконец-то хоть какой-то из производителей решил сделать шайбу, оставить ее в современном автомобиле. Это раз. Так мало того, что во многих автомобилях Шкода, Хавал, если крутить этот микшер, то с этим же микшером и помимо ползунка крутится и сам циферблат вот этой кнопки. Но здесь сделали все по уму. А сейчас вы можете увидеть, как едет данный Chevrolet Trailblazer. Уверенный разгон, хоть и здесь стоит трехцилиндровый 1.3 турбодвигатель, конечно же бензиновый. И при этом по поводу динамики я могу сказать, что этот автомобиль очень хорошо сбалансирован. 9-ступенчатый автомат GM, классический гидротрансформатор, который только радует при динамичной езде. Так как я являюсь владельцем Geely Coolray, вот у меня тоже трехцилиндровый двигатель, только трансмиссия роботизирована, я могу сказать так, что Coolray переключает намного быстрее, чуть быстрее скорости, но при этом машина дергается по сравнению, если же, конечно, мы будем сравнивать с этим 9-ступенчатым автоматом. При этом я могу сказать, что этот автомобиль для отличной плавной езды. Очень сбалансированно он разгоняется, не особо шумно двигатель работает, учитывая, что здесь опять же балансировочный вал, который снижает все вибро и шумонагрузки, и также будет потише по сравнению со многими современными
4-цилиндровыми двигателями, особенно, конечно же, корейскими. Друзья, вот мы и заправились, проехали мы 102 километра сейчас, и вошло 7,1 литр на 100 километров. 80 километров я ехал со скоростью 110-130 на круиз-контроле, и оставшиеся 20 километров это обычный загородный режим 90-100 километров в час. Поэтому 7 литров это отличный результат для полноприводного автомобиля с подключаемым полным приводом. А по бортовому мы получаем 8,3 литра. Теперь мы сбрасываем полностью показания и посмотрим, сколько у нас можно будет по дистанции проехать вообще на полном баке. Пока по бортовому показывает 548 километров. Когда я приехал на дистанции 100 километров, у меня уже был все значки полного бака, и сейчас мне вошло, получается, 7 литров, и опять у меня полный бак. То есть сами шкалы не уменьшились, и машина показывает весьма экономичный результат. Бак в автомобиле 50 литров. Сейчас я немножко решил заехать на оффроуд, проверить, как работают все системы и помощники. Ну и, конечно же, учитывая, что мне пришлось побуксовать, средний расход у меня вырос по бортовому компьютеру и получился 12,7. Но вполне это нормально для такой суровой зимней эксплуатации. Давайте покажу вам дисплей, на котором вы сможете вывести нужную для вас информацию. Повторюсь, в автомобиле интервал для ТО 12 тысяч километров. Запас топлива на 500 километров у меня сейчас остался. И есть срок службы масла по моточасам. 34% осталось до следующей замены. Давление в шинах. Срок службы воздушного фильтра 60%. Весьма неплохо. Также, как я говорил, в автомобиле есть ионизация воздуха. Но, опять же, это только в максимальной комплектации. По климат-контролю я могу сказать, что сейчас вот такая вот суровая погода. За бортом -2. Никаких запотеваний сейчас особо не выявлено. Климат работает в ручном режиме. Лобовое стекло и ноги. Идем далее. Экономия топлива в среднем 9,1. Максимально 7,2 можно получить, если ехать экономично. Средняя скорость 38 километров, круиз-контроль и помощь в полосе. И есть еще интересные основные потребители расхода топлива. И смотрите, он даже пишет. Пол-литра расходует кондиционер, обогрев заднего стекла, переднего противотуманные фары и, ну и задняя, конечно же, если мы едем в плохую погоду. Очень здорово, что автомобиль может показывать в литрах такую информацию. То есть тут понятно, что в зимний расход можно прибавлять пол-литра по отоплению салона и, конечно же, еще пол-литра в зависимости от вашей зимней резины. Мой автомобиль тестовый, не шипованный. Тенденция экономичности на 100 километров. Очень интересный разброс. Индекс экономичности. И вы можете делать замеры по поездкам. Очень здорово и удобно. Итак, друзья, сейчас вы видите, как работает климатическая система. Небольшое запотевание есть в этой области. Мы сейчас едем в такой туманной погоде. Давайте поставим режим авто, но все равно небольшие запотевания по центру лобового стекла здесь присутствуют. Также я очень рад, что в автомобиле есть противотуманные фары, и сейчас мы едем с ними, и они работают так, как они должны. И сейчас я хочу для вас продемонстрировать вот такой дальний свет. У нас стоит обычный галоген, и действительно ближний свет фар светодиодный работает намного лучше. А сейчас давайте мы с вами протестируем звуковую акустику, и вы смотрите на интересные красивые пейзажи туманные. А я включу для вас песенку. В данном автомобиле акустика Bose. Ну и, друзья, как вы поняли, в автомобиле, конечно же, не хватает
теплых опций, а именно обогрева лобового стекла, либо подогрева хотя бы зоны покоя дворников. Потому что в такой ситуации, когда идет ледяной дождь, обычные стоковые дворники не справляются, либо нужно заменить на хороший аналог, либо мучиться и заранее очищать автомобиль от данной наледи. Но стоковые щетки, к сожалению, не справляются, и, конечно же, дополнительная нить обогрева была бы большим плюсом. Как вы можете увидеть, обдув немного не справляется. Конечно, в авторежиме ничего не выйдет, но я поставил температуру на 24 градуса и поток на лобовое стекло. И вот вы можете увидеть две части, где, в принципе, остается наледь. И вот так вот выглядит, как вы можете увидеть. Вот так расположен, вот таким образом расположен обдув лобового стекла. Он, как ни крути, все равно лучше, чем в Geely Coolray, но косяки определенные, конечно же, есть, вызванные и с подогревом щеток, и самих щеток. Ну и, конечно же, за время тестирования автомобиля очень не понравилась работа датчика дождя. Работает он не особо корректно. Друзья, ну вот и подошел мой тест к концу. Я приехал на заправку и хочу сказать то, что сейчас у меня загорелась лампочка низкого уровня топлива, также продублированная информация на приборной панели. И давайте посмотрим тех данные. Срок службы масла 31% остался. Давление в шинах. Срок службы воздушного фильтра также остался 60%. И, что самое интересное, мы проехали от заправки за время теста 690 километров, и за все время я заправлялся два раза. Первый раз до полного бака, когда получил автомобиль, и второй раз, как в этом видео вы видели, для того, чтобы понять средний расход топлива на 100 километров. И сейчас, друзья, вы можете увидеть, что после той заправки я еще проехал 453 километра и загорелась лампочка. Ну, где-то порядка еще 50 километров можно проехать. Соответственно, бак у нас на 50 литров. Автомобиль эксплуатировался на 250 километров чисто трассовый режим. То есть остальные 200 километров это был город и наш оффроуд, который вы сможете увидеть на канале. Друзья, автомобиль очень интересный, мне он очень понравился, но, конечно же, есть определенные нюансы, о которых я рассказал в хронике видео на своем канале. Я считаю немножко завышенную стоимость данного автомобиля. При этом автомобиль сделан очень качественно, даже несмотря на трехцилиндровый двигатель, автомобиль получился очень удачным. Выбирайте автомобиль душой, ну и, конечно же, разумом. Желаю вам удачи в вашем выборе. Желаю, чтобы он всегда был правильным. И, конечно же, удачи вам, друзья. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому ролику, если он вам понравился. И до скорых встреч, друзья. Пока.